Привет всем! Посмотрите на этого милого и прекрасного малыша Чингука. Как мы все знаем, Чингук обновил свою историю этим очаровательным видео, и мы не можем не чувствовать одновременно радости и ностальгии, когда видим его. Невозможно не улыбаться, глядя на него, в нем есть что-то такое утешительное, словно все становится чуточку лучше, просто глядя на него. Сегодня особенный день для всех в нашем сообществе, потому что наши тхакуки подарили нам момент, наполненный любовью и счастьем. Видя их такими непринужденными, наслаждаясь временем, проведенным вместе, смеясь вместе, мы чувствовали себя частью чего-то прекрасного. Большего и быть не может видеть их счастливыми, заботящимися друг о друге и проводящими время вместе. Это теплое чувство, которое остается даже после окончания видео. Тхакуки всегда были такими: чистая связь, способ понять друг друга взглядом, простым жестом, который так много говорит без слов. Тэхён, с его уникальным взглядом на Чингука, всегда умудряется заставить нас увидеть нечто большее. Когда он говорит, что Чингук не просто красив, он прав. В нем есть что-то, выходящее за рамки физической красоты. Она была красавицей, сочетавшей в себе нежность, уверенность и нечто такое, что притягивало тебя, даже не пытаясь понять. Это была энергия, которая окутывала тебя без предупреждения, личность, которая заставляла тебя улыбаться, не зная почему. И да, она была от природы очаровательна, у нее был способ смотреть на тебя искренне, той улыбкой, которая, как ты знал, исходила от самого сердца. Невозможно было смотреть на нее, не чувствуя, как твое сердце немного смягчается. Каждый раз, когда она появлялась, время словно останавливалось, чтобы увидеть ее еще на секунду. Снова увидеть Чингука спустя какое-то время было словно вдохнуть что-то знакомое, его улыбка, его яркие глаза, все в нем излучало безмятежность. Трудно объяснить, как сильно она скучала по нему, и как быстро его возвращение все изменило. Как будто одним своим появлением он заполнял пространство, которое всегда было отведено для него. Наш зайка Чингук был прекрасен именно таким, какой он есть. Ему не нужно было делать ничего другого, чтобы сиять, ему просто нужно было быть самим собой. Мы любили его за это, за то, как он присутствовал, не требуя внимания, за его теплоту, которая была ощутима даже через экран. И вид его таким счастливым, таким умиротворенным, с Тэхёном напомнил нам, почему Тэгук так много значил для нас всех. Они заслуживали всего самого лучшего, они заслуживали чистой любви, общего смеха и мирных дней. И пока они у нас есть, даже в такие маленькие моменты, как этот, мы будем здесь, счастливы видеть их улыбки, счастливы знать, что у них все хорошо. Потому что видеть их счастливыми всегда будет достаточно. Тэхён обновлял свою историю несколько раз, он публиковал прекрасные фотографии, каждая из которых показывала другую сторону его самого, настолько элегантные и естественные, что невозможно было не остановиться и не посмотреть на них. На каждой фотографии можно было почувствовать его безмятежность, безмятежная улыбка, излучавшая тепло без слов. Подписи под фотографиями говорили сами за себя, она действительно прекрасна. Многих тронуло то, как он наслаждался жизнью, смеялся, двигался среди софитов и камер в своем первом появлении в Голливуде. Он выглядел по-настоящему счастливым, и этого было достаточно, чтобы наполнить сердце тех, кто так долго следил за ним. Чингук и Тэхён, две души, которые, казалось, часто шли рука об руку, снова соединились неуловимым образом, невидимая нить, которая соединяла их, ощущалась снова, легко, без необходимости слов. Иногда, просто глядя на них, мы понимаем, что в них что-то есть, что-то простое, но сильное, что-то вне времени. На мероприятии Анна Вентур не могла перестать улыбаться, разговаривая с ним, ее явно поразили его личность, его доброта и искренность. Даже приветствуя Дакоту Джонсон, она держала Тэхёна за руку, как будто не хотела отпускать. Лиза Лав запечатлела все это на камеру, и каждая секунда видео показывает, как непринужденно Тэхён это передает. Его присутствие обладает чем-то особенным, не только его стиль или лицо, но и энергия, которую он излучает. Люди подходят к нему с любопытством, а после разговора улыбаются. Это тот самый шарм, который невозможно подделать, он просто есть. У Тэхёна душа, которая излучается в маленьких жестах, в том, как он слушает, как благодарит, и в том, как он выглядит.
Очевидно, что все хотят видеть его рядом, не только потому, что он особый гость, но и потому, что его манера держаться делает все светлее. Его имя вызывает у зрителей симпатию, он как человек, который оставляет хорошее впечатление, даже не прикладывая усилий. Самый красивый мужчина в Слен, говорят некоторые, но он также тот, кто несет нечто более глубокое. Его присутствие трогает, вдохновляет и запоминается. Во время выступлений Доджа Кэт и Грейси Абрамсон, казалось, искренне наслаждался моментом, он хлопал, улыбался и переглядывался с окружающими. Синтия Эрева и Дакота Джонсон сидели рядом с ним, и атмосфера была настолько естественной, как будто все были на одной волне. Легко заметить, что Тэхёну комфортно, он не притворяется, он просто остается самим собой. Тэхён заслуживает всего хорошего, что с ним случается, у него есть обаяние, которое пленяет, но ненавязчиво, образ жизни, который интригует. Неважно, видите ли вы его впервые или следите за ним годами, в нем всегда есть что-то новое. Его личность пробуждает любопытство, а его карьера внушает уважение. Дело не только в его образе, но и в том, что он излучает, спокойствие, которое приглашает взглянуть, захотеть узнать больше, задержаться подольше. И пока все это происходит за кулисами, остается эта общая нить, невидимая связь с Чингуком, та, которая появляется без предупреждения. Это связь, которую не нужно объяснять, ты просто чувствуешь ее. Самое захватывающее в связи Тэхёна и Чингука заключается не в одном жесте, а в их сочетании. Это не конкретная сцена или взгляд, это то, как они бессознательно выстраивают эмоциональную рутину, понятную только им. На первый взгляд это может показаться совпадением или случайным моментом, но если присмотреться, можно увидеть нечто большее, своего рода безмолвный язык, форму связи, выходящую за рамки очевидного. Тэхён и Чингук часто говорят, что между ними есть определенный ритм, словно они разделяют невидимую мелодию, которой могут следовать только они. Всякий раз, когда Тэхён и Чингук находятся рядом друг с другом, некоторые детали повторяются и со временем становятся частью их личностей. Это не просто дружба или привычка, это то, что, кажется, течет естественно. Между ними есть что-то знакомое, не требующее объяснений. То, как они выглядят, двигаются и реагируют друг на друга, настолько гармонично, что трудно поверить в простое совпадение. Как будто, сами того не желая, они стали безопасным пространством друг для друга. Аура Тэхёна легко притягивает всех, ему не нужно быть в центре внимания, его манеры поведения достаточно, чтобы все его заметили. Те, кто видит его впервые, часто бывают заинтригованы, а те, кто знает его давно, знают, что в нем всегда есть что-то новое. Он обладает спокойствием, которое ненавязчиво, но приглашает вас приблизиться. Среди успеха и восхищения, которое он генерирует, вы всегда чувствуете что-то более интимное, спокойствие, которое связывает его с другими, особенно с Чингуком. У Чингука, с другой стороны, есть энергия, которая уравновешивает то, что передает Тэхён, если одно – это молчание и пауза, другое – движение и любопытство. Вместе они образуют естественный контраст – спокойствие и интенсивность, неуверенность и стойкость. Будь то на сцене, в интервью или просто когда они проводят время вместе вне работы, их динамика остается прежней. Они не пытаются это показывать, и, возможно, поэтому это кажется таким подлинным. Когда они встречаются, атмосфера меняется, им не нужно много говорить, просто смотрят друг на друга. В их близости есть утешение, кажется, будто мир вокруг них стал чуть тише. Их жесты просты, взгляд, улыбка, быстрая шутка, но в них есть глубокий смысл. Они не ищут внимания, хотя иногда им удается добиться его без усилий. Их взаимодействие демонстрирует доверие, выстроенное годами, то, чего можно достичь только благодаря общему времени и многолетнему опыту. Для тех, кто внимательно следит за их историей, связь между Тэхёном и Чингуком – это больше, чем просто тема для разговора, это пример того, как два человека могут развиваться вместе, не теряя своей индивидуальности. Эта связь, столь естественная и постоянная, побудила многих называть их Тэкук не потому, что ей нужно название, а потому, что это способ распознать видимое соучастие, выходящее за рамки очевидного. Иногда достаточно секунды, чтобы понять, между ними есть что-то другое, что-то, что не требует определения, а лишь переживания.
Фаворитизм публики к ним проистекает не только из их таланта, но и из того, как они дополняют друг друга. Каждое выступление, каждый общий смех, каждое мгновение молчания говорят громче любых слов. The Cookers находят в своих отношениях сочетание нежности и уважения, дружбу настолько крепкую, что кажется, будто она глубоко укоренилась. Никакого притворства или преувеличения, просто два человека, которые понимают друг друга, не раскрывая всего.